Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Сегодня запишем второй видос, потому как я вчера там рассматривал лонги по эфириуму и были некоторые негативные комментарии. И судя по комментариям, по всей видимости, нужно снимать видео о том, что люди хотят слышать. Да, конечно же, нужно говорить о том, что будет альтсезон, потому как ты людям говоришь статистику какую-то отдельную, показываешь то, что лонги по эфириуму закрыты, а они в это не верят и говорят, что подписчик вот один говорит, что ты несешь чухню всякую. После тогда, как автор сказал, альтсезона не будет, то можно смело отписываться. Ну вот. Вот подписчик говорит, если его не будет, то вся альта скам по сути. И они на такое не пойдут. Все начнут в будущем покупать только биток. И с таким убеждением автора можно просто не смотреть, мозги не засорять. Ну вот смотрите, вот человек что пишет. Блин, а ты что думаешь, что альта тебе заменит биток или что, чувак? Мы здесь рассматриваем графики, и я же вот рассмотрел графики по лонгам и говорю, что вы думаете? Я не говорю о том, что альтсезона, типа, по всей видимости, да, его может быть локально, что не будет там за месяц, за два, но может быть глобально будет, конечно же. Вот что. И нам графики говорят одно, а мы хотим увидеть другое. Вот что. Тут пользователь пишет, альта и есть скам, чувак, чисто, чувак. Он к нему обращается, двоеточие есть. Чисто штампуют одно и то же барахло с разными логотипами, собирая бабки с хомяков и потом накапливает себе биток. Правильно, вот это вот правильно. А он, в принципе, думает, что, ну, блин, да, терпи, вот написали, терпи. Есть тут человек пишет, я уже просто мечтаю, чтобы Пеппа свой АТХ перебила. Так довели уже, что больше иксов не нужно. Кстати, у Пеппа похожая формация, как и Шиба. Кстати, я в Шиба Ине тоже участвовал в том самом Туземуне, когда он был у нас, начался в сентябре 2021 года, закончился в октябре 2021 года. Windows 7, да, я пользуюсь Windows 7, это на работе компьютера, мне нужно для программирования. В принципе, что? Биточек у нас падает на 4,3%, а эфириум падает на 1,6%. И это видно на доминации эфириума. Как раз вот это вот падение, разность большая в падении, нам показывает о том, что доминирование эфириума потихоньку растет. И относительно битка, эфириум, вот у нас график, выглядит по-бычьи. Здесь у нас формируется такая вот бычья структура. Да, мы можем, конечно же, сейчас с текущих еще начать потихоньку откатывать. Но если будет действительно приток капитала в эфириум, то мы с вами сможем увидеть опять поджим, пробитие и выход в диапазон 0,26 сатоши за эфириум. И здесь, конечно же, уже будет новый ценовой диапазон по эфириуму. Я думаю, что здесь эфир будет стоить, ну, примерно... Ну, 3, там, 200. Вот так вот. 3,200 может стоить здесь эфириум, конечно же. И все у нас хорошо, все у нас получится. И будет у нас тот самый альтсезон, который вы, типа, там ожидаете и хотите увидеть. Только на основании чего? Да, может быть такое, что запас хода лонгов у нас все-таки позволит. Вот если мы откроем эти гребаные лонги, которые не дают мне никак покоя, ни минуты покоя, ни минуты покоя. Мы их рассматривали с вами, мы их неоднократно рассматривали. Эти лонги, и видно, что сейчас на данный момент они закрыты, ну, практически полностью. И фишка в том, что у нас, если весной 2024 года здесь был набран небольшой лонг, мы видим, то движение альты было колоссальное. А вот осенью... Вернее, не осенью, а весной 25 года был огромный лонг набран, движение альты вообще никакое. И это видно, конечно же, на портфеле. Я думаю, что вы прекрасно видите, что альта не двигается у себя в портфеле. Вот что. Но я думаю, что здесь еще есть некий запас хода по лонгам. Они, в принципе, берут свое начало с вот этой вот синей линии. И может быть такое даже, что здесь будет достаточно... движение вот этого для того, чтобы устроить какой-то альтсезон. Здесь еще 85% еще есть движение. Вот что. Но если посмотреть здесь вот локально, на 4-часовике, у нас здесь вроде бы как что-то и закрывают, обратно открывают эти лонги. Непонятно, в принципе,
что здесь у нас собирается делать манипулятор? Мы видим то, что здесь были набраны лонги, потом закрыли, потом чуть-чуть набрали, опять прикрыли. Здесь опять у нас на 4-часовике чуть-чуть набрали лонги. И уже есть красная свеча. Вроде бы как собираются уже потихоньку опять прикрывать лонги. Вот что. Ну и, конечно же, мы видим то, что эфир никак не может пробить $3000. Кстати, мы с вами рассматривали. И один из хейтеров тоже моего канала писал: после того, когда я услышал голову и плечи, я решил отписаться от канала. Ну вот, чувак, в принципе, голова и плечи у нас здесь вот отработала. Эфир вышел в диапазон $3070. Что ты там собирался отписаться, не собирался отписаться, но эфириум дал 50% движения практически. Так что можешь теперь назад подписаться, в принципе. Ну что, эфир у нас вышел в новый ценовой диапазон. И не волнуйтесь, альтсезон, конечно же, будет, потому как здесь выглядит эфириум по бычьи. Нам нужно, конечно же, пробить 26, вернее, 0,026 сатоши по эфириуму. И тогда, наверняка вдруг запляшут облака. Что мне тут приходит? Боже мой. Начинают активизироваться с камеры. Пишут постоянно. Я тебя заметил в чате. И тогда мы, конечно же, подойдем к вот этому вот блоку сопротивления. Здесь у нас есть сильное сопротивление. Это у нас начало слива февральского с манипуляцией. И, конечно же, вот этот вот блок проторговки, боковичок. Здесь, наверное, мы какой-то период времени можем задержаться. Вот, может быть такое, что у нас будет здесь какая-то реакция, мы немножко ниже еще опустимся, потом опять будем штормовать. Но нам желательно пробить вот этот вот блок и уйти, ну, к желтой вот этой линии. И тут уже, я думаю, что конкретно альткоины начнут уже что-то начнут показывать. Здесь у нас будет трендовая линия. Глобальная трендовая линия, которая берет свое начало еще с 2022 года. И тут тоже будет какой-то ключевой уровень. Я предполагаю, что здесь будет откат, давление продавца. Но только когда мы пробьем это все дело и уйдем намного выше, здесь будет просто шикарный вид. Притом здесь вот переливали в ноябре 2024 года с битка в эфир большое количество людей своих средств. Так что вот тут у нас в принципе будет огромнейшее сопротивление. И, конечно же, мы видим то, что глобально эфир потихоньку начинает формировать разворот относительно самого биткоина. Сколько у нас уйдет времени на это все? Может, здесь уйдет времени 4 месяца, может, это затянется на начало 26 года, но я думаю, что вот-вот мы уже скоро здесь собираемся двигаться. Видно это по эфириуму. То, что эфир у нас потихоньку двигается, и также мы видим то, что у нас начала падать доминация биткоина. Здесь у нас 14 июля было поглощение падения. Мы видим то, что здесь полностью поглотили вот это вот все снижение. Ну и буквально с 14 июля, это буквально за одни сутки, все это дело у нас вниз ушло. И мы отретестили ордер блок. Здесь у нас на 30 минутке есть ордер блок, его видно не только на 30 минутке, также его здесь видно и на часе. Здесь у нас конкретный фитиль, разворотное движение, но мы просто сюда летим в тартарары. Также сегодня я в телеграм-канале высказывал свое мнение по поводу биткоина и что будет дальше. Наверное, я вам расскажу еще в ютубе. И что мы видим по поводу ETF? Мы видим по поводу ETF то, что у нас с биткоина выводят средства через ETF. Альта в принципе не двигается, ничего интересного не происходит. Вчера у нас был приток 297 миллионов или миллиардов долларов. Кто знает правильный ответ, пишите в комментариях под видео. В эфириум тоже потихоньку вливают. 259. А вот Solana что-то у нас стоит. Соланка стоит, здесь у нас 0. Итак, по поводу цены биткоина. Давайте, конечно же, еще вишеньку на торте разберем биток, что у нас может быть дальше. Откроем несколько графиков и, конечно же, откроем график DXY. Я вам неоднократно показывал то, что у нас есть корреляция курса биткоина от самого DXY. И все у нас, в принципе, здесь идет пока что по плану.
можно ориентироваться на сам DXY и предугадать дальнейшее движение битка. Ну вот биток на 4-часовике, да, такое вот поглощение. Волатильность на биткоине появляется. У нас, конечно же, будут выбривать как шортистов, так и лонгистов. Я там зашел буквально вчера в один небольшой лонг, и меня уже по стопу выбило. Вот, в принципе, вот так вот. Волатильность будет здесь огромная, по всей видимости. Некоторые говорят то, что здесь уже у нас паттерн надгробия формируется. А надгробие это у нас, ну, вот такой вот паттерн типа шпилька. Потом вниз. И вот так вот, да, это будет надгробие. Паттерн надгробия типа медвежка. Некоторые люди говорят о том, что пик по биткоину поставлен. И в дальнейшем будет у нас медвежка. Но... в принципе, не поймешь. Одни говорят о том, что альт-сезон будет, нужно отписаться от канала. Другие говорят, что альт-сезона уже не будет, нужно подписаться к каналу. Ничего не понятно, ваши мнения, конечно же, расходятся. Идет полнейшая раскорреляция. 1000 людей, 1000 мнений. Итак, ну что, в принципе, по биткоину. И я, в принципе, указывал вот это вот движение, говорил, что здесь, вероятно, будет биток ставить свой АТХ. Мы с вами это и увидели. Вот у нас АТХ, биток поставил АТХ. Есть у нас прямая корреляция, и мы с вами видим то, что DXY развернулся, и АТХ поставил ровно через 91 день. Но здесь плюс-минус, потому как DXY на выходных не отрабатывает. 91 день, да, смотрим. Смотрим. Вот этот момент, разворот битка, здесь у нас 98 дней. 98 дней. Даже если мы возьмем вот так вот с последней шпильки, вот по АТХ, вчера у нас был АТХ 96 дней, да. Вот у нас по DXY движение. Последняя шпилька, вот она, эта шпилька. И здесь у нас, в принципе, 88, ну, блин, ну, 91 день тоже, в принципе, припадает. В принципе, корреляция есть. И вот это как раз у нас АТХ по биткоину. В дальнейшем, что мы видим? Мы видим, здесь еще есть небольшое продвижение, ну, вниз продавили немного. Может быть такое, что вот здесь было АТХ по биткоину, но суть не в том. Суть в том, что мы здесь видим небольшой рост по DXY. На протяжении 24 дней, 27, если мы даже возьмем с вот этой вот точечки, у нас здесь получается 21 день. 21 день у нас растет DXY. Это говорит о том, что, по всей видимости, на биткоине могут здесь отрисовать такой вот паттерн типа надгробия, да. 21 день по биткоину мы можем где-то здесь консолидироваться. Коррекция, как раз вот я отмечал вот этот вот красный блок, что где-то вот здесь вот мы потихоньку по биткоину начнем боковить. Давайте-ка мы его вот так вот подправим. Выставим 21 день. Это у нас будет как раз где-то начало августа, по всей видимости. Также вот так вот мы все это дело подправим сюда. Вот так вот сюда и вот сюда. Я думаю, что здесь будет у нас по биткоину просто-напросто боковичок. 27 дней, 28 дней, да. 27-28 дней. 30 дней, ну 30 дней нет, но вот так вот примерно у нас будет 21 день. С вчерашнего дня 24 дня, ну вот мы будем где-то до начала августа мурыжиться. До 5 августа мы, по всей видимости, здесь будем по биткоину мурыжиться. Но это биток. Он нам особо не интересный. В принципе, биток управляет всем рынком. Но фишка в том, что если будет здесь у нас какая-то коррекция с боковым каким-то там движением, может быть, будут выносить лонгистов, может у нас вот такое все это дело отрисуется, потом мы подожмемся, и дальше будет у нас продолжение роста. А здесь будет плавный рост, потому как мы здесь видим уже плавное снижение DXY, и по всей видимости будет на битке тоже плавный рост. То в этот момент, когда биток будет здесь ходить, консолидироваться, будут выбивать всяких маржинальщиков, шортистов, лонгистов, у нас эфир, по всей видимости, может набрать здесь обороты. И будет формировать бычью структуру для того, чтобы мы просто-напросто поджали здесь в диапазоне $3000 и импульсом улетели на 3700. Там у нас есть гэп, и до начала августа есть такая вероятность, что мы с вами увидим эфириум в диапазоне 3700. Может быть такое. Также у нас здесь есть некий тренд.
У нас вот есть такой вот расходящийся цилиндр. Мы идем просто-напросто в верхнюю часть сейчас на данный момент по эфириуму. И мы можем, в принципе, сюда к началу августа подойти, к этой трендовой линии. Вот мы ее, давайте с вами подправим. У нас здесь она вот так вот находится. Здесь получается 3900. 3900. Мало ли, может быть такое, что у нас будет за этот период времени вот такое движение по эфириуму. Да, конечно же, мы с вами еще можем не увидеть в этот момент альтсезона, того самого полномасштабного, но все равно движение эфира будет за собой тянуть эту всю скамовозку, потому как эфириум это у нас скамовоз. Вот что. И скамовозочка наша может пойти в диапазон, там, допустим, 3700, 3800. Но даже если мы пойдем в диапазон 3500, 3600, это тоже будет нормально. Притом мы с вами видим то, что доминирование эфириума потихоньку начинает уже, ну, выглядит по-бычьи, и вроде как мы разворачиваемся. Дай бог, все у нас получится. Также доминация биткоина в этот момент может тоже у нас потихоньку падать. Но сам альтсезон здесь именно не начнется. Если мы, допустим, обратимся опять же к истории, у нас, конечно же, временной интервал здесь растянулся, то сами альткоины начали двигаться. Вот мы видим, что у нас эфир начал снижаться, пробился, и здесь альтсезона еще не было. 12 апреля не было альтсезона. Альты начали в основном двигаться, когда уже доминация биткоина нащупала свое донное значение. И в этом вот распиле альта начала двигаться вплоть до ноября 22 года. Вот, вплоть до ноября 22 года. Некоторые альткоины уже здесь начинали потихоньку двигаться, но самый жир, самая вкусняшка у нас началась вот здесь, вот в этом вот распиле. И по всей видимости мы с вами можем тоже так же само увидеть, ну примерно, что мы можем прикинуть, мы можем с вами увидеть август-сентябрь, да, вот так вот мы падаем, здесь начинают шевелиться какие-то альткоины, и сам разгар альтсезона мы с вами увидим, как только мы где-то тут нащупаем донышко. Я думаю, что 50, может быть такое, что 48 у нас будет пик по доминации биткоина. И здесь, дай бог, мы с вами увидим тот самый распил, как это было в 2021 году. И будет у нас здесь альтсезон. Ну а потом, конечно же, опять медвежка. И будет у нас тот самый разгар альтсезона вот здесь вот. Но некоторые альткоины начнут еще шевелиться, как только мы пробьем вот этот вот блок 62%. Вот этот вот блок 62%, я думаю, что мы его просто-напросто прошибнем. И дай бог, у нас здесь появится тот самый интересный альтсезон. Также видно, что притока капитала пока что нету, только есть оттоки. Было 3 триллиона 700, 800 даже миллиардов долларов капа, и мы видим только отток. Это нас просто-напросто, ну не радует. Просто не радует, криптоэнтузиастики. Просто-напросто не радует, потому как, опять же, вроде бы в рынок начали деньги только-только заносить, и мы видим вот такие вот красные палки, блин, а просто все у нас, валится там, вот отток, да. Все везде оттоки. Также по поводу, куда свалится доминация биткоина, я, в принципе, предполагаю, если она и будет валиться, то где-то в диапазон 46-42%. Многие блогеры говорят, что доминация упадет на 20, на 30%, но я думаю, что вот где-то вот этим вот значением, которые у нас были в мае 23 года, вот у нас 46%, мы где-то вот сюда вот, наверное, вот так вот чуть-чуть снизимся, ниже, чем 50. И доминация биткоина у нас может примерно составить, где-то вот этом вот блоке. Вот, в принципе, вот такие вот ожидания, что касательно по доминации биткоина. Сюда ниже падать на 20-ку я в это не верю. Я в это особо не верю, потому как спот и биткоин ETF нам не даст упасть туда аж так очень далеко. И здесь, по всей видимости, у нас альткоины тоже развернутся, доминация альткоинов развернется и подойдет где-то в диапазон, 38%, да. 38% у нас будет где-то доминация альткоинов.
Доминация биткоина у нас где-то будет в диапазоне там 46, 47, 48 может быть процентов. Также у нас эфириум может приподняться в диапазон там 19-18%, где-то так. Я в принципе думаю, такие вот ожидания. По DXY у нас все здесь четко отрабатывает. Если у нас будет здесь и коррекция, она может продлиться 3 недельки. Как раз мы подойдем к заседанию ФРС. Это может быть дальнейший триггер для плавного роста криптовалют и биткоина, который у нас тоже отражается на графике DXY. Будем ожидать. В принципе, вот такие вот мысли. Сразу скажу, что альтсезон будет. Подписываемся на канал, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Не паримся. Если лезете на фьючи, соблюдайте риск money management, стопы обязательно будут ваши собирать. Если вы не будете ставить стопы, вас просто смоет с рынка, побреет кедрони бабушки. Как побрила флажка у нас в сообществе на 1 миллион долларов. Кто не в курсе, есть история, реальный человек живет на азиатских островах, сбрила. В феврале на вот этом вот движении, когда у нас произошло это движение, вот оно у нас здесь произошло, январь, и вот февраль. Здесь его сбрило на 1 миллион баксов. 7 битков просто почистили, биржа почистила его на 7 битков, просто забрали. У него было в обеспечении лонг по Старкнету на 7 битков и просто-напросто отняли бабки, все. Ну, ты поставил в обеспечение битки, Старкнет твой ликвиднула, и твои битки биржа забрала. Все, вот так вот 7 битков человек избавился. Фух, и все. А вы прикиньте, какой сейчас у него фома, когда биток стоит уже, ну, в диапазоне был 120 тысяч долларов. 7 битков, это просто трэш. Это просто трэш. Вот, биточек потихоньку начинает падать. 116, ничего страшного, все у нас хорошо. Я думаю, что здесь будет какой-то распил, волатильность, коррекция, там все у нас будет. To the moon, подписываемся на канал, у нас будет только to the moon, у нас все будет хорошо. Не волнуемся, не очкуем, все будет зашибись. Эфириум потихоньку локально начинает здесь набирать какие-то обороты. Даже хоть и биток наш корректируется, то эфир на это уже намного меньше начинает реагировать. Вот что. Но не нужно исключать, что мы можем отрисовать еще вот такое движение. Вот, в принципе, вот так. Вот такие мысли. Я думаю, что у нас все получится. По временному интервалу у нас еще есть запас хода. Циклы не сломались. 4-летний цикл не сломлен. Он будет сломлен, если мы, конечно же, ничего не увидим по поводу роста альты уже где-то в декабре 2025 года. Если мы тогда ничего не увидим, то нас точно надули, сломали, обманули, перегнули. Красную дылду в сраку нам запхали. И, в принципе, все. Придется терпеть и истекать кровью. Ну, это все шутки-побаутки, но я вам рассказываю то, что есть. И говорил вам о лонгах эфириума. Вот что. Есть, конечно же, люди, которые не хотят в это верить. Но мы рассматриваем график, то, что он нам показывает, и высказываем свои мысли, свое мнение. Вот что. Мы не гадаем на кофейной гуще, что там, о, там будет так, так, так. Никто этого ничего не знает. Но график нам показывает обратно. То, что лонгов по эфиру нету, и на чем расти нам, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. И здесь загвоздочка, конечно же. Я думаю, что все будет хорошо. Ждем, терпим. Но уже сильно нужно будет паниковать где-то ближе к декабрю 2025 года. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба.